Всем привет! Меня зовут Алина, и в этом видео я расскажу, как я в новой для себя стране открыла успешную бьюти-студию, академию по бровям, и почему я схватила очень жесткое, сильное выгорание, депрессию, апатию длиною в год. Я очень верю, что это видео на моем примере будет для вас полезным, и вы сможете вынести для себя важные вопросы, понять, в чем заключается цель ваша, какие действительно ваши желания. Не те, что навязаны обществом, либо внешней средой, а именно то, что у вас находится внутри. По ходу этого видео я также расскажу, как я вышла из этого ужасного состояния, что я делаю сейчас, где моя студия. Уже почти 6 лет, 5 декабря будет как раз 6 лет, как я обучилась на бровиста. Затем не так долго поработав в одной стране, не имея еще слишком большого опыта, так сложилось, что я переехала жить в другую страну. Только что мне в голову пришла просто идеальная, я считаю, мысль. Идея сделать розыгрыш своего полноценного онлайн-курса по бровям. Этот курс подходит как для начинающих мастеров, так и для мастеров с опытом. Условия конкурса будут максимально простые, о них я расскажу уже в конце видео. Сразу хочу сказать, что в этот курс я вложила весь свой багаж знаний, полученные за много лет практики. И это просто лучший курс, который вам может встретиться. Постепенно я начала развивать это направление и выходить на хороший заработок. Мне кажется, любая бьюти-профессия — это то, что можно взять с собой в любую страну, в любой город и заново найти себе клиентов. То есть заново себе создать клиентуру, создать себе заработок. Как только я переехала в новую страну, некоторое время я работала на заводе. Я очень сильно скучала за моими клиентами. Клиенты мне продолжали писать, и я хотела искренне продолжать это направление. Самый простой выход, который у меня был, это найти клиентов в новой стране. Дальше девочек с завода я начала приглашать к себе на брови и постепенно делать портфолио. У меня, кстати, тогда не было ничего, даже не было стула нормального. У меня, конечно же, не было никакого света, но все равно, знаете, желание есть, возможность найдется. Главное — желание. Я продолжала несколько месяцев еще работать на заводе, параллельно публикуя свое портфолио. И вот мне начали писать мои первые клиенты. Знаете, я так их ждала. В общем, записывается ко мне первая девочка. Сначала было 1-2 клиента в неделю, потом постепенно все больше и больше. И вот тогда я уже начала прописывать для себя цели. Я человек, который любит планировать, тетрадь, в которой я прописываю каждый год все свои цели. Даже сейчас я с вами разговариваю в видео, и здесь у меня план этого видео. Я прописывала план, что вот хочу 6 клиентов каждый день. И вы знаете, я выполнила свой план. И в то время, уже это прошло около полугода, как я начала принимать клиентов, ушла полностью с завода. Вот в то время, когда у меня уже выстроилось более-менее хорошее количество клиентов, начали поступать заявки на обучение. Я этого абсолютно не ожидала. У меня никогда не было в целях, в планах, что я должна обучать. Я очень долго к этому готовилась, было очень много сомнений. И вот в целом первый человек, который обратился ко мне за обучением, уже не дожидаясь моего обучения, она просто начала ко мне ходить на брови. И вот спустя год стабильной работы с клиентами я запускаю свое первое обучение. И обучила я, как символично, первого этого человека, который мне написал. И вы знаете, это такое было решение немного через заставление себя. То есть целый год я тянула с этим, мысленно находила какие-то отговорки. И был такой период, что после года стабильного приема клиентов я переезжаю в новое место. И это новое место мы сняли с учетом, что я уже буду преподавать. Приблизительно на первой неделе, как я была на новом месте, ко мне приходит эта девочка на брови. И я говорю: слушай, ты же хочешь курс? Она говорит: да, конечно, я очень жду. Я говорю: все, в следующем месяце, такого-то числа, мы закрываем с тобой даты, и у нас будет курс. То есть, понимаете, если бы я это не сделала, не знаю, обучала бы ли я вообще. Проходит месяц, мы проводим курс. Для меня, как для новичка, это очень волнительно. Но в целом это и отчасти доставляет положительные эмоции. Я думаю, это первая проба. Мне нужно еще сделать несколько для того, чтобы понять, нравится мне это делать или нет. Спустя месяц ко мне приходит еще одна ученица на индивидуальное обучение. Еще спустя месяц приходит третья ученица.
Проходит некоторое время, я начинаю еще преподавать не только брови, но и ресницы. Несколько курсов делаю и понимаю, что ресницы мне не интересно. Я сразу откидываю этот вариант в сторону, просто потому что мне не очень интересно. Моя клиентура растет, я ставлю прайс все выше и выше, а клиентуры все больше и больше. Меня это очень сильно радует, и запросов стало гораздо больше на обучение. До этого времени я проводила только индивидуальное обучение. Прошло приблизительно года полтора, как я работала на новом месте, и мы решаем снять отдельную студию, полноценную для меня, где будет несколько кабинетов, где я буду принимать клиентов. Также будет отдельно полноценная комната, оборудована для обучения. Мы подписываем контракт на год, закупаем все нужные материалы, закупаем стулья, столы, телевизор, всю нужную технику. И я стартую, переезжаю на новое место. Я уже начинаю готовиться к курсу, где у меня будет больше, чем один студент одновременно. Ну вот пока у меня есть возможность, я еще 3-4 курса где-то делаю 1 на 1. Это курсы у меня тогда стабильно были где-то раз в 3, в 2,5 недели. Начинается 23-й год. Я прописываю желание, что хочу 6 студентов каждый месяц. Я начинаю искать все возможные варианты, запускаю рекламу еще лучше и больше, стараюсь над развитием своей страницы и над визуалом. Кстати, вот моя страница в Инстаграме. Здесь я веду как личный контент, но больше в сторис ежедневно, так и рабочий контент в публикациях. Анализирую странички других мастеров. А на тот момент, кстати, ко мне уже начали приезжать клиенты из других городов. Добирались несколько часов на поезде. Даже девочка была, которая на самолете ко мне летала. Меня это больше вдохновляет, знаете, как будто такие крылья растут, которые вот мне помогают взлететь еще выше и выше. Чем больше я ставлю рекламы, тем больше мне в рекламе попадаются другие мастера. Это меня начинает очень жестко триггерить. Мастера те, которые обучают. Каждый раз в то время, когда я заходила на страничку бьюти-мастера, который обучал, и я видела, что у нее есть студенты или у нее есть группа студентов, а я же только хочу группу делать, у меня же пока только индивидуальный запрос. Меня это очень сильно триггерило, вызывало чувство неполноценности, комплекс неполноценности. Тревожило это меня. И вот тогда у меня в голове появилась мысль и очень четкая установка, что я должна быть лучше других. То есть я весь этот период жила с мыслью, что мне нужно быть на уровне, хотя бы не хуже, желательно выше, но хотя бы на уровне. Вы представляете, в каком эмоциональном состоянии я тогда была? Жить в такой позиции — это очень тяжело. Чем больше я видела мастеров, которые обучают, тем больше это меня триггерило. И я не знала, как с этим справиться. И вы знаете, как я вот сейчас считаю, не тогда, а сейчас, мне достаточно быстро удалось реализовать свои цели. В январе я прописываю каждый месяц обучать от 6 и больше студентов. В марте у меня за месяц было уже 7 студентов. Первый мой групповой курс был просто провальным. Я взяла слишком много информации, слишком много объема и попыталась это вместить в достаточно короткое время. У нас обучение длилось всего лишь 2 дня, хотя до этого я обучала более длительное время. Но вот я видела у других мастеров, что они проводят курсы за 2 дня. И я хотела именно попробовать так. Я поняла свои ошибки, что я сделала неправильно. Но проблема, очень большая проблема заключалась в том, что у меня было еще 2 таких курса поставленных. То есть была одна индивидуальная девочка, которая уже оплатила курс в этом же месяце, и еще 3 девочки, которые тоже в этом месяце оплатили курс. И вот знаете, тогда мой уровень тревожности медленно, но уверенно поднимался вверх. После первого своего группового обучения, даже после первого дня, я просто не могла встать со студии, я не кушала целый день, я рыдала. У меня настолько депрессивное прям состояние было, мне настолько морально было тяжело, голоса у меня абсолютно не было, потому что 8 часов я проговорила. Я со слезами на глазах уходила из студии домой. Рыдала я из-за того, что мне завтра предстояло идти к тем же людям на тот же курс. Я не знаю, как я справилась, но это было мега тяжело. Между вот этим неудачным моим первым групповым курсом и последующими еще 2 курсами, которые также запланированы в этом месяце, у нас был небольшой отпуск. Мы летали в Рим.
Конечно же, мы летели с целью отдохнуть, но ментальное мое состояние, полностью головой я была вся в курсах. Из-за того, что я так сильно переживала, что моим студентам не хватит время качественно выучить и отработать материал, именно в отпуске я переписывалась, я созванивалась с ними и решала такие организационные моменты. По итогу мы просто добавили несколько часов обучения. Но самое грустное и печальное, когда мы, еще находясь в отпуске, мы уже ехали в сторону аэропорта, у меня снова началась истерика, мыслями была полностью уже абсолютно на работе. На самом деле ситуация довольно-таки объяснимая. Я поставила перед собой цель, я достигла ее, но я не знала, какую-то ответственность нужно на себя взять, чтобы действительно воплотить свою цель в реальность. Еще очень важный момент, о котором стоит сказать, я абсолютно не могла делегировать свою работу. Какое-то время назад, когда я еще не проводила обучение, у меня была девочка, администратор, которая занималась записью клиентов, отвечала на все вопросы, подсказывала и так далее. Но вот потом эта девочка, она ушла в армию, и после этого я пробовала найти нового администратора, но с доверием у меня тогда ничего не сложилось. И я начала полностью все административные дела снова накладывать на себя. Это также, конечно же, мой совет. Если вы хотите развиваться, научитесь делегировать. В целом, когда мы вернулись из Рима, я провела один индивидуальный курс и потом групповой, и они прошли достаточно хорошо, потому что я уже более так морально была настроена к тому, что это будет сложно. Плюс мне удалось с ученицами договориться, чтобы мы чуть-чуть расширили наш день обучения. В конце марта я решаю, что мне нужно сделать перерыв. Следующий месяц, полностью апрель, я беру для того, чтобы правильно организовать свою работу, чтобы исправить все ошибки именно временные. И я объявляю уже на май следующий набор на курс. Вот тогда в мае у меня начинается еще один скачок наверх. И буквально за несколько дней, я бы сказала, наверное, за неделю, я закрываю запись себе на обучение с мая по сентябрь включительно. Тогда я записывала приблизительно по 2 группы каждый месяц, и плюс у меня также поступали заявки на индивидуальное обучение. Я решила брать 1-2 человека в месяц на индивидуальное обучение, не больше. С одной стороны, я этому радовалась, потому что я понимала, насколько это хорошие деньги, это стабильность, которой я реально хотела. А с другой стороны, я понимала, что все лето я буду работать, я не смогу улететь в отпуск, я не смогу просто даже морально расслабиться, просто от того, что у меня впереди человек 20 на обучение, меня вот эти вот мысли начинали уже тревожить. Мне продолжают поступать все больше и больше заявок с разных городов, уже начали поступать заявки на обучение с других стран. Я понимаю, что сейчас нужно делать онлайн. Летом я начинаю создавать свой онлайн-курс. Я работала практически 24/7. После очного курса со студентами я приглашала модель, и мы записывали видео, снимали. Это занимало приблизительно около 3 часов каждая модель. Это еще не считая монтажа. Я помню, моя спина в то время очень сильно болела, я очень сильно уставала. Это не только моральная усталость была, она превратилась также еще и в физическую. В августе месяце у меня случается первая паническая атака. Это было прямо перед тем, что ко мне должны прийти студенты. Последние 2 месяца обучения, август и сентябрь, я делаю с сумасшедшей истерикой, с депрессией, с апатией. И я делаю через максимальное заставление себя. Я выгораю очень сильно. Я понимаю, что я больше никогда не хочу этого делать. А у меня еще впереди курс онлайн, который мне нужно монтировать. Кстати, сам онлайн-курс я создавала в течение полугода. Еще будучи в августе, я принимаю решение, что на октябрь я точно делаю себе полный перерыв. Подходит октябрь, я понимаю, что нет, у меня до сих пор еще это состояние. Я не могу взять и в ноябре снова начать. Я делаю еще ноябрь себе перерыв. В декабре месяце мои тревожные мысли, они никуда не делись, но я успела, можно сказать, отдохнуть от очных обучений. И я принимаю решение, что было бы хорошо под Новый год еще сделать пару курсов. Я выставляю эту информацию на своей странице, ко мне моментально записываются 2 студента на индивидуальный курс. Прайс я тогда уже повысила, и для моих студентов это было ок. Вот я всегда считала, и мне всегда говорили, что не надо сдаваться, сдаются только слабые люди.
Если взялся за дело, веди его до конца. Я пробовала из всех сил заново полюбить свою профессию. И тут я услышала фразу, которая мне очень сильно помогла, как будто мою кнопку, огромную кнопку тревожности, она просто поставила на паузу. И она мне сказала: не делай это пока, не делай, не ставь перед собой, что я не делаю это месяц. Просто перестань это делать. Ты всегда сможешь к этому вернуться. На этой фразе я прям сделала глубокий вдох и выдох, и меня реально очень сильно попустило. Так как студию мы снимали конкретно для того, чтобы я и принимала клиентов, и обучала, моя тревожность чуть-чуть сместилась в другое место. И я тревожилась не из-за будущих курсов, а я тревожилась из-за своей студии, что вот студия стоит, а она стоимостью как съем квартиры. Хочу сказать, что принимая клиентов, я также отбивала хорошо стоимость, выходила в плюс. Тем не менее, я считала, если это такой большой финансовый вклад, он должен принести больше дохода. Эти мысли о студии, о том, что я недостаточно хорошо развиваюсь, недостаточно много делаю, хотя на тот момент я уже сделала онлайн-курс и начала его продавать. Меня эти мысли очень сильно просто доводили до дна. Каждые выходные я не могу расслабиться, я не могу отдохнуть. У меня все мысли о моей тревожности, связанные с работой. Я начинаю ходить к психологу. Мы разбираем все по полочкам и вообще уходим в какую-то другую личную тему. Дальше у меня появляется интерес к книгам по психологии, к саморазвитию. Я начинаю очень много читать. Кстати, на данный момент я читаю вот эту вот книгу, я ее от себя лично рекомендую. Второй раз подряд перечитываю. И после первого раза я просто рыдала от того, что она закончилась. Настолько важная информация для каждого человека просто на этой планете. Вы точно найдете ответы на свои вопросы. Работая с психологом, книги по психологии мне помогают. Я начинаю анализировать, как я вообще пришла к обучению. И я вспоминаю, что на самых первых курсах по бровям наши преподаватели делали акцент на том, что каждый мастер должен расти и развиваться. В какую эту сторону можно сделать? В сторону предпринимательства, то есть открыть свой салон, студию, нанимать работников, либо же уйти в преподавание. Как я говорила ранее, у меня были цели конкретные набрать определенное количество клиентов каждый рабочий день, то есть 6 клиентов и больше. И я вспоминаю, что от меня самой этой мысли никогда не поступало, у меня никогда не было такого желания. У меня начался спрос. Как я тогда считала, если есть спрос, то я должна этому давать возможность реализовываться, что, собственно, я и сделала. Не могу сказать, что когда-либо мне обучение предоставляло поистине только положительные эмоции. Они были, но их было вот так вот. А всего стресса, тревожности и так далее было вот столько. Я продолжаю себя анализировать, я задаю себе вопросы. Это длится несколько месяцев. Депрессия в целом и вот такая апатия длилась год. Я сейчас не буду говорить, что есть плохие, есть хорошие студенты. Все мы люди разные. Кто-то хочет учиться, кто-то хочет, чтобы его выучили, а он ничего не делал. Но суть в том, что в этом и заключается преподавание, чтобы я это любила, чтобы человек, который преподает, это любил. Ну что сказать, я попробовала несколько раз, сделала несколько перерывов, очень много пробовала видоизменить свой курс, видоизменить свой подход. В долгосрочной перспективе никак от этого глобально лучше не становилось. Цели на 2024 год. Оставить занятия бровями. Уйти с этого направления. Было ли мне обидно, досадно? Да, очень. Продолжал во мне сидеть этот внутренний критик и говорил: да почему ты сдаешься? Встань и иди, продолжай делать дальше. Ничего, что тебе это не нравится. Это хорошие деньги, это развитие. Ты должна быть успешным человеком. Вот этот вот выдох, очень такой хороший, мне помогла сделать психология. Поэтому вам я рекомендую от себя очень сильно изначально думать о своих желаниях. Действительно ли это ваше желание? Или это вам кто-то когда-то сказал, вы от кого-то услышали и приняли эту информацию за истину, как когда-то услышала я. Хороший мастер, он должен становиться преподавателем, иначе это просто не хороший мастер. Эта история длится с начала 23 года. Приблизительно летом 24 года я прям публично написала об этом в Инстаграме, что все, я больше не преподаю, я выгорела. У меня нет и не будет, пока я не решу. Возможно, когда-то, да, все в жизни меняется. Никому не обещаю, что я буду проводить курс. И знаете, вот после этого, когда я
все свои переживания вынесла в свой пост в Инстаграм, мне реально стало легче. Вот только спустя этот год моего депрессивного состояния мне стало становиться гораздо лучше. Что же я делаю сейчас? На данный момент я полностью вернулась к приему клиентов. Теперь я в первую очередь учитываю свои желания. Я выстраиваю удобный график работы для себя. Я создала комфортный для себя прайс с комфортными условиями, благодаря которым мне хочется работать. Даже когда мне люди очень сильно просят провести курс очный, предлагая даже большую сумму, чем я запрашивала ранее, я гордо отказываюсь. Мне нравится до сих пор разговаривать про брови, какие-то теоретические моменты обсуждать с клиентами. Мне приятно, когда меня слушают. Общение с клиентами мне доставляет удовольствие. Я знаю, что я делаю только то, в чем я абсолютно уверена. Мое эмоциональное состояние продолжает улучшаться. Я верю, что это видео, мой личный опыт, поможет вам в будущих начинаниях, поможет вам лучше понять себя, чувствовать свои желания и реализовывать их в жизнь. Я буду благодарна любому вашему комментарию, лайку и подписке. А теперь давайте перейдем к условиям конкурса. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше моего онлайн-курса стоимостью $450, вам нужно быть подписанным на мой YouTube-канал и оставить комментарий под этим видео. Возможно, это будет ваша история, которой вы поделитесь, либо вы просто напишите свои впечатления о видео. На курсе я собрала 8 полноценных моделей с разными исходниками. Ни на одном, ни на очном, ни на онлайн-курсе вам не дадут такое количество моделей. В этом курсе максимальная концентрация моих знаний и опыта работы за все эти года. Что немаловажно, я рассказываю все возможные ошибки, с которыми сталкиваются студенты после обучения. И я заранее даю ответы на эти вопросы. Таким образом, даже если у вас что-то случается, непредвиденная ситуация, благодаря специальной рубрике «Вопрос-ответ» вы всегда сможете грамотно выйти из любой сложившейся ситуации. А результаты этого розыгрыша я объявлю 30 декабря. В первую очередь я публикую в своем телеграм-канале и также опубликую их под этим видео. Я желаю каждому из вас удачи в розыгрыше и верю, что победит тот человек, которому это нужно больше всего.